Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у меня была идея выйти на своем канале в прямой эфир, но стример я неопытный, надо долго разбираться с настройками, поэтому я решила устроить прямой эфир как-нибудь в другой раз. А сейчас сделаю обычную запись, постараюсь поскорее для вас ее выложить, чтобы вы успели подготовиться к выпечке куличей. Сегодня будут советы о том, как сделать ваши куличи классными, вкусными, высокими и как снять стресс от этой выпечки. Вернее, как делать выпечку без стресса, спокойно, размеренно и уверенно. Здесь у меня небольшой конспект, чтобы ничего не забыть, вам рассказать. Первое и самое главное, вам нужно сделать график. То есть вам нужно расписать, когда у вас есть время, чтобы заниматься тестом. Понятно, что все работают в разное время. У кого-то время есть 2 через 2, у кого-то только утром и вечером. Поэтому распланируйте время, прикиньте, когда вы можете печь. Обычно при 5-дневной занятости я пеку куличи в субботу. Понятно, что это достаточно поздно, но тем не менее, это единственный день, который я могу посвятить полностью выпечке куличей. То есть этот день мы отводим, например, на замес теста и на выпечку. Значит, в пятницу вечером нужно поставить опару. И вот так обратным счетом мы считаем, когда нам нужно подготовить закваску, когда ее разогнать, когда купить муку, другие продукты. То есть, в принципе, прямо с сегодняшнего дня можно начинать готовиться. Закупить продукты, сегодня-завтра приступить уже к укреплению, разгону закваски, ну и далее по графику. Распишите себе на бумаге, вам будет проще и понятнее этому плану следовать. Второй важный момент – это продукты. И прежде всего мука. Всегда используйте только проверенную муку. Старайтесь не покупать муку новую, вам неизвестную, на которой вы до этого никогда не пекли. Если вы чувствуете себя не очень уверенно, не очень готовыми к выпечке куличей, лучше берите муку сильную. Сильная – это та, у которой показатель белка, как минимум выше 12%, 12,5%, 13%, бывает 15%. То есть сильная мука вам облегчит работу с тестом. Если у вас есть такая возможность, посмотрите и купите сильную муку. Если нет такой возможности, либо у вас есть какая-то другая, любая, любимая пшеничная мука высшего сорта, берите ее. Лучше не использовать муку экстра, если вы печете куличи на закваске. Она совсем пустая, закваске будет мало питания, мало возможности развиваться, и подъем будет хуже. Поэтому берите муку высшего сорта. Другие продукты. Чем свежее у вас будет масло, чем свежее будут яйца, тем лучше получится тесто. Тем оно будет ароматнее и менее кислым. Потому что тесто может закисать не только от кислой закваски, но и от не очень свежих продуктов. Поэтому смотрите на дату производства, покупайте максимально свежие, какие только можете. Либо берите домашние продукты, тоже самые свежие. Кроме графика, еще продумайте места, где вы будете проводить расстойку и брожение теста. Брожение опары, как правило, проводится при комнатной температуре, а вот брожение теста и расстойка уже сформованных куличей проводится при повышенной температуре. И нам нужно найти место, где у вас будет 26-28 градусов. Поищите заранее, чтобы не бегать в последний момент с формочками и не суетиться, не мучиться. Это могут быть шкафчики на кухне, которые повыше, там, где потеплее. Это может быть духовка, включенная с лампочкой, либо на режиме разморозки. Это может быть микроволновка или любая коробка, в которую вы поставите стакан кипятка, и за счет этого температура будет повышенной. Поэтому продумайте заранее, определите это место, убедитесь, что все ваши куличи поместятся, и все у вас произойдет удачно. Учтите, что жирное сдобное тесто нельзя выбраживать в холодильнике. Застывает масло, застывают жиры, которые есть, например, в желтках в холодильнике, и они мешают подъему теста. Более того, в этот момент включаются уксусно-кислые бактерии при пониженной температуре, и тесто начинает кислить. То есть у вас тесто, по сути, не подходит и перекисает в холодильнике. Поэтому делать этого не нужно. Ищите теплые места. Еще одним важным залогом высокого качества ваших будущих куличей является активность вашей закваски.
Да, кстати, обращаю внимание, у меня на канале есть целый плейлист, который называется «Пасха». Найти его очень просто. Вы заходите на страницу моего канала, на главную страницу. Для этого можно просто нажать на аватарку, и вы перейдете на главную страницу канала. И там в меню вы видите видео, новые, сообщества. То есть там есть разные пункты, в том числе пункт «Плейлисты». Открываете его и видите подборки по разным темам. Я думаю, что вас заинтересует не только пасхальный плейлист, но и другие. Но в пасхальном собраны все советы и рецепты, которые есть у меня сейчас на канале. Поэтому пользуйтесь. В том числе там есть и совет, как укрепить, подготовить закваску. Причем закваски разных типов. Как укрепить левита мадре. Как подготовить закваску обычную, если у вас нет левиты мадре. Как из нее сделать сладкий стартер. Как разогнать ее. Как увеличить ее подъемную силу. Важно учитывать, что для хорошего подъема сдобы подъем закваски должен быть как минимум в 3-5 раз. То есть от изначального объема, когда вы покормили закваску за 6-8 часов при комнатной температуре, либо за 3-4 часа при повышенной температуре порядка 28 градусов, закваска должна увеличиваться, расти в 3-5 раз. Если подъем меньше, то есть большой риск того, что ваши куличи не поднимутся. Поэтому заходите в плейлист, открывайте советы и пользуйтесь ими обязательно. Ссылку на плейлист я оставлю, но сам принцип поиска плейлистов запомните, пожалуйста, он вам еще пригодится. Ну и еще очень важный пункт для качества куличей – это то, как вы замесите тесто. Есть несколько проблем при замесе теста. Первое – это слабый, недостаточный замес. В этом случае у вас могут не впитаться жиры, не полностью войти сахар, будет отходить слой масла при брожении, при расстойке. И в результате куличи будут тяжелые, подниматься они будут плохо, потому что у теста не развита структура, не развит клейковинный каркас. Другой момент. Если вы замешиваете в технике, то достаточно просто бывает миксером перегреть, либо перемесить тесто. Когда оно превращается в такую кашеобразную массу, тесто становится похожим на тесто, например, на кексы. Когда оно не тянется пленочками, а такое рыхлое, это значит, что вы перемесили тесто, оно разрушило свою структуру, и точно так же масло не держится, и точно так же плохо будет идти подъем. Поэтому, чтобы избежать порчи вот такой вот качества теста, замес нужно проводить не торопясь, на низкой скорости, либо руками, постепенно вводя все ингредиенты, по чуть-чуть. Чуть-чуть добавили, вмесили, и при таком ступенчатом, медленном, постепенном замесе вам гарантирован хороший результат. Ну и еще раз напоминаю, что в плейлисте Пасха собраны советы и рецепты. Рецептов там достаточно уже много, хороших и разных. На любые вкусы, быстрые, на дрожжах, на закваске, на сладком стартере. Я думаю, что вы выберете для себя хороший рецепт, испечете его, и все пройдет успешно. Вы получите замечательные, пышные, воздушные куличи, чего я вам очень желаю. Пишите о своих результатах. Пишите комментарии и отзывы, я буду очень рада. И приходите ко мне в телеграм-канал, туда можно отправлять фотографии, видео свои и делиться впечатлениями и результатами. Давайте продолжать печь и испечем еще много всего интересного.